Всем привет, я Эд, и вы смотрите Viva España. Сегодня мы с вами поедем кататься по побережью на машине. Казалось бы, такое простое, банальное дело, но есть некоторые нюансы, которые я вам и постараюсь рассказать. Vamos, погнали! Вот так уже уселись. Первое, что делаем, мы пристегиваемся. Даже еще никуда не поехали, мы начинаем сразу с того, что пристегнулись. Не будем спонсировать испанское государство, потому что штраф составляет в районе 100 евро, в зависимости от того, где вы едете, по трассе или по городу, с какой вы скорости едете. Ну, придется заплатить в любом случае, там 80, 100, 120 евро. Так что дешевле и безопаснее пристегнуться. Итак, что нам первое нужно для того, чтобы поехать? Конечно же, ключи. Уже пристегнулись, можем заводиться, заводимся. Второе, нам по-любому нужны международные права, в которых будет указана фамилия, имя на английском, дата выдачи, место выдачи, все должно быть на английском. Еще нам нужно документы на машину. В данном случае у нас машина арендованная, потому у нас не техпаспорт, а у нас договор аренды машины. Ну, что и является временным техпаспортом для нас. Обратите внимание, на каждого водителя должно быть отдельно записано в договоре. Потому что если водитель не указан, он не имеет права управлять. И плюс должен быть ваш загранпаспорт заверенный, нотариуса, как у меня, или оригинал. Но я оригинал с собой не ношу, чтобы не потерять, потому что у меня заверенная копия нотариуса. Ну все, документы у нас в порядке, можем выдвигаться. Не забываем пристегиваться, опять же повторяю. Вот, мы уже поехали. Двигаемся мы в направлении объездной. Прокатимся по трассе, прокатимся по городу. А пока будем ехать, я вам расскажу некоторые нюансы, которые я вот уже сам знаю. Чтобы вы не попали на всякие штрафы, непонятные ситуации, скандалы. Потому что есть много отличий от нашего стиля вождения и всяких нюансов. Ну вот, например, здесь все ездят по правилам. Что есть хорошо. Ездят очень культурно, аккуратно. Не сигналят, не матюкаются, тем более не дерутся, как у нас на дороге. По городу ограничение скорости 50. По проселочным трассам 80 км в час. А по скоростным трассам 120. Ну, в чем отличие от наших норм лимита скорости? Если у нас плюс-минус 20 км в час, то здесь всего лишь 5% от скорости вы имеете право отойти от нормы. Ну, если 100 км в час разрешено, то максимально 105 км в час вы можете ехать. Если будете ехать 106, вас уже оштрафуют. Но у них есть еще и минимальный лимит скорости по трассе. Если вы едете меньше 60 км в час, 59 км в час, вот, к примеру, вас уже оштрафуют за то, что вы сильно медленно едете по трассе. Имеется в виду, значит, или у вас машина неисправна, на неисправной машине вам нельзя выезжать попросту на трассу. Или вы себя плохо чувствуете тоже, значит, если вы плохо чувствуете, тоже не можете управлять автотранспортом, потому что создаете опасность. Вот как-то так. Ну, если брать еще там штрафы, правила, нельзя управлять автотранспортом, как бы жарко на улице не было, без верхней одежды. Нельзя за голым торсом ехать за рулем. Нельзя открыть окно и высунуть туда руку и так ехать, потому что тоже могут оштрафовать вас на 50 евро. Нельзя очень громко слушать музыку, особенно возле больниц, школ, госпиталей, церквей, на что тоже вас могут оштрафовать за это. Если вернемся к вопросу штрафов, если вам уже штраф выписали, то вам нужно как можно быстрее его оплатить. Если вы оплатите штраф в течение недели, после его получения, вам будет скидка 50%. Если вы не успели в течение недели со скидкой оплатить, у вас 100% оплата штрафа. Если вы уже превышаете лимит времени по оплате штрафа, у вас каждый день будет начисляться пеня. Поверьте, эта пеня не особо приятная, и штрафы так бывают и 100, и 200, и 300 евро.
А когда начисляется каждый день еще плюс 50-60 евро за каждый день просрочки, вас это не сильно порадует. Но лучше не нарушайте. Так и дешевле, и безопаснее. Если вас остановил полицейский, ни в коем случае не отстегивайтесь, не выбегайте на улицу с ним разговаривать, потому что это будет расценено как нападение на должностное лицо. Если вас остановил полицейский, попросил прижаться к обочине, вы открываете окно заранее, без его просьбы, и держите руки на руле, обе. Не делайте никаких резких движений, потому что, опять же, любое резкое движение полицейский может расценить как попытку к нападению. Потому что тут раньше, вот лет 20 назад, и перестрелки были, и все, и потому они вот к этому очень аккуратно относятся. Подошел к вам инспектор, у вас уже окно открыто. Не обязательно, что вы что-то нарушили, не бойтесь. Не думайте, что я уже нарушил. Но зачастую тут проходят рейды по поиску наркотиков, оружия, контрабанды, просто плановые рейды там, на алкогольное, наркотическое опьянение людей, ну и тому подобное. Заботятся о безопасности людей, борются с преступностью. Не обязательно, что вы нарушили. Подошел, попросил у вас документы, к примеру. Если вы ничего не нарушили, просто он попросил документы, чтобы проверить, там, состояние вы нормальном или нет, адекватно или нет. Документы у вас, к примеру, как у меня, вот лежат здесь, в маленьком бардачке для водителя. Вы держите руки на руле и говорите медленно, спокойно, что ваши документы находятся в том направлении. Можно ли их взять? Причем он говорит, что да, конечно, берите. И вы медленно, еще раз повторю, без резких движений тянетесь к ним. Никуда-то не дергаясь, не торопясь, ничего не смыкая. Аккуратно берете, подаете ему эти документы. Проверил он у вас, все в порядке, все нормально, нету к вам никаких претензий. Он тогда покажет параллельно вашему движению рукой. Смотрите, не перепутайте, потому что параллельно. И если он захочет вас обыскать, он покажет вам перпендикулярно от вашего движения. Это означает, что выходите из машины. Если параллельно, то можете продолжать движение. Опять, не перепутайте, потому что могут расценить, что вы пытаетесь убежать от них и скрыться. Вот это вот что касается, если вас остановил полицейский. Вопрос с телефоном. По телефону разговаривать запрещено. Категорически запрещено. Но это запрещено прикладывать его к уху. Как испанцы делают. Звонят им, они поднимают трубку, включают динамик и едут так разговаривать. Вот так вот, просто телефон держит и по селектору разговаривают. Так никто не штрафует, так можно. Не знаю, в чем смысл таких правил, что вот так нельзя, вот так можно. Ну, как-то так. Если вам надо будет поговорить по телефону за рулем, включайте селектор, вот так вот уже можно разговаривать. Вот еще один такой нюанс. Такое вот из основного, то что по штрафам вроде мы рассмотрели. Можем вот рассмотреть некоторые нюансы вождения, стиля вождения. Ну, во-первых, то, что тут сильно бросается в первую очередь в глаза, тут практически нигде, особенно по трассам, вообще нету перекрестков таких вот основных. Если вы едете где-то по трассе, даже проселочной, перекрестка не будет, будут или съезды под мост, а под дорогу там развороты, развязки, или над дорогой развязки, и везде кольцевое движение. За дорогу от Тарифа до Марбели, я даже считал, проезжаем 27 колец. Поначалу оно как-то пугает, оно странно, даже не то, что пугает, оно даже напрягает постоянно по кольцам. Ну а со временем понимаю, что вот, не дай бог, поворот проскочил свой нужный, но еще раз по кольцу зашел и попал на нужный поворот. И по трассам практически аварий из-за этого не бывает, потому что нету пересечений на трассе, нету никаких перекрестков. Спокойно себе едешь с комфортом, 120 круиз поставил, не надо никого обгонять, не надо раз за разом 80-160, а вы комфортно едете вне населенных пунктов, свои 120 км в час, и у вас крейсерная скорость даже получается выше. А тут кольцевые даже. За сигналы световые. Здесь аварийка, как у нас, не показывает. Извините, простите, пожалуйста, спасибо.
Тут это все руками показывается. Там можно я проеду, спасибо, там извини, прости, все руками. Аварийкой никто не поймет, что вы показываете. Это только в странах СНГ. Спасибо, пожалуйста. Извини, прости, все аварийка. Тут нет, это все руками, там, показал, извинился. Здесь, к примеру, вы, если паркуетесь, где-то вдоль дороги увидели место парковочное, с ними тут проблема. Мы с вами это в следующей передаче рассмотрим. Как найти парковку, как припарковаться, как оплатить ее. Вот вы нашли место, вы паркуетесь, срочно прижимаетесь, чтобы это место никто не занял. Перегораживаете движение. Никто вам сигналить не будет, чтобы вы быстрее припарковались. Никто вас не будет поджимать и бежать. Все будут спокойно стоять и ждать, пока вы припаркуетесь. Потому что все понимают, что они точно так же через 15 минут будут парковаться, их будут подгонять, сигналить. В этом плане очень по-человечески, очень правильно здесь отношения. Если вы покажете аварийкой, то что там, прости, извини, никто не поймет почему. Потому что здесь аварийка включает, если вы экстренно совершаете торможение, если вы стали в неположенном месте, там вам плохо стало или срочно нужно было остановиться, вы можете включить аварийку, вас даже никто не оштрафует, это нормальное явление, значит, потому что если вы уже стоите на аварийке вдоль дороги, значит, что действительно случилось, к вам никто придираться не будет. И еще один нюанс, если вот едете по трассе, часто даже по трассе бывают пробки, и вот едете 120, и резко сбрасываете скорость, потому что перед вами машины тормозят. Потому вы сразу же видите, перед вами машины вытормаживаются, вы нажимаете аварийку, и таким образом привлекаете сзади внимание водителя, то что надо сбросить скорость. Это делается почему? Потому что испанцы не ездят, как не смотрят дорогу. Как обычно происходит, как испанец едет. Он едет за рулем, на дорогу не смотрит вообще, за руль не держится. Обычно рядом там сидит, если мужчина, там барышня сидит. И он так вот за рулем едет, что-то ей рассказывает, жестикулирует, все. И ваша задача вот этой аварийкой и своими тормозами, тормозным светом, привлечь его внимание, чтобы он увидел, что вы вытормаживаетесь, и он в вас не въехал. Вот это делается для этого. Потому что зачастую они на дорогу и не смотрят, когда по трассе едут, потому что знают, что едут, они не едут, исключили. И можно вот общаться нормально, это у них нормальное время, руль бросить и рассказывать там, что он делал последние полчаса. Только это рассказывать 40 минут, а не полчаса. Вернемся к вопросу прав СНГшных, международных пластиковых. По нашим правам вы имеете право максимально здесь ездить 180 дней на этих правах. Хоть вы имеете резиденцию, хоть на год, хоть на 2, хоть на 5 подряд, если вы здесь находитесь, максимум полгода вы имеете право по украинским или русским или белорусским правам здесь ездить. Но, к примеру, если брать Украину, то у Украины с Испанией есть договоренность. И если вы проживаете официально на территории Испании больше 180 дней, вы можете просто обменять их, не сдавая экзамена, ничего, обменять, пойти полиции их на новые испанские права и уже спокойно ездить. Для Казахстана, России, Беларуси, для всего остального СНГ немножко хуже. Для этих стран уже будет по истечении 180 дней нужно идти в автошколу, учиться полноценно и сдавать экзамен. Или на английском, или на немецком, или на испанском, на ком вам удобно. Это обойдется в районе 1500 евро вам удовольствие. Для украинцев проще, 80 евро в кассу платите, вам выдают через неделю новое. Ха-ха! Еще такое отличие от правил, стиля, важнее, это, наверное, и к нюансам здесь национальным, и к правилам. К примеру, здесь, если вы даже приехали куда-то там на природу, на выходных, там, и вам досталась участь сидеть за рулем, то тот же стакан вина или стакан пива здесь вот вы можете спокойно выпить. Но стакан вина или стакан пива, не больше. Потому что и никто вам ничего не сделает, полиция даже не будет ничего вам говорить, если вы выпили реально там стакан пива или стакан вина. Здесь разрешено 2,5 промилле, 0,25 промилле. Здесь не ловят на перегар, здесь ловят пьяных водителей. У них это норма вещей, они на обед едут на работу, с работы домой, и за обедом выпить стаканчик вина, это средь бела дня, это у них нормальное явление, традиционное, национальное.
потому вот в правилах дорожного движения это отражено. Но опять же, не больше, потому что нашему разреши выпить 50 грамм водки, он выпьет литр и скажет, что он выпил 0,3 пива. Здесь это не катит, здесь вы потом не дадите даже сколько захотите взятку, опять же говорю, даже не пробуйте, потому что вам же будет хуже. Еще очень важный нюанс, если слышите сирену, но не знаете где она, сразу же, только вы слышали сирену, смотрите по зеркалам, смотрите по сторонам, потому что здесь люди к этому очень серьезно относятся, даже по трассе, когда пробки, тоже та же скорая помощь проезжает, даже не притормаживает, потому что все так настолько быстро разъезжаются, прижимаются и пропускают, потому что понимают, что сами могут быть на том же месте. Если вы приехали сюда отдыхать летом, когда здесь жара плюс 40, хоть у вас и есть кондиционер в машине, здесь очень активное солнце, вы даже можете не почувствовать, как у вас происходит обезвоживание, потому если вы собираетесь куда-то ехать за рулем, всегда в машине должны иметь хотя бы полторушку на человека воды, чистой, без газа, не кока-кола, чистая вода без газа, теплая, не холодная, потому что даже если она прохладная, на улице, когда плюс 40, а ваша водичка температурой 10 градусов, то это сразу же ангина. И солнце настолько активное, и так, воздух сухой, то что оно как бы влагу вытягивает незаметно, вы даже не почувствуете, как вы потеряете влагу, что вам хочется пить, а можно и сознание потерять от обезвоживания. Потому воду всегда надо в машине иметь. У нас, к примеру, всегда в машине в каждой двери по бутылочке 0,5, минимум маленький ящик на 6 бутылочек еще лежит в багажнике запасной. Еще вот такой вот нюанс, чтобы у вас не было эксцессов с полицией или с другими участниками дорожного движения. Здесь не принято, как у нас говорят, шашечки играть, шахматы, ну имеется в виду раз за разом левый ряд, правый, левый, правый, так вперед вилять. Потому что если вы видите полицейские, что вы так делаете, то процентов 90, что вас остановят, может не оштрафуют, но будут выяснять, для чего это и почему вы это делаете. Потому что вы пьяный. И еще один нюанс, то что тут рядность надо строго соблюдать. За несоблюдение рядности вас тоже остановят, да, оштрафуют. Нельзя ехать там, вилять там между рядами, разделительную между колес пускать. Вот вам расчерчено ваш ряд, вы в нем и едете. Перестраивайтесь, когда вам именно нужно перестроиться. Ну или там, если кто-то совсем медленно едет, или там что-то случилось, ремонтная работа, ну понятно, если вам именно это необходимо перестроиться, конечно, перестраивайтесь, никто вам ничего не скажет. Но вот так вот вилять, взад-вперед так делать не нужно. Ну все, наша поездка подошла к концу. Надеюсь, было интересно и полезно. Так что ставим палец вверх, подписываемся на канал. Адьос, амигос!